предыдущих 2 выпусках мы познакомились с самыми основными принципами даосизма, такими как «живи в гармонии с природой и самим собой», «прими неизбежность перемен», «будь как вода» и другими. В этом выпуске рассмотрим еще несколько важнейших принципов. Итак, принцип 6. Ищи покой внутри себя. Этот принцип во многом перекликается с другими основными принципами, ключ которых в поиске внутреннего покоя в условиях изменчивости и хаоса внешнего мира. Суть принципа. Внешний мир полон изменений, неожиданных событий, стрессов и конфликтов. Стремление к полному контролю над внешними обстоятельствами или попытка подчинить мир своим желаниям, как правило, приводит к разочарованию и внутреннему дисбалансу. Даосизм предлагает другой подход – не бороться с хаосом снаружи, а находить точку устойчивости внутри себя. Внутренний покой в даосизме связан с понятием увэй – действие через недеяние. Это не означает бездействие, а подразумевает состояние, когда человек действует в гармонии с естественным развитием событий, без лишнего напряжения или принуждения. Когда человек перестает сопротивляться естественному потоку жизни, он достигает внутреннего равновесия. Практики для достижения внутреннего покоя. Наблюдение за природой. Природа – учитель гармонии. Наблюдение за ее цикличностью, движением рек, ветра или облаков помогает понять, что все в жизни подчинено законам естественного порядка. Это вдохновляет человека на принятие перемен и поиск внутреннего баланса. Принятие изменений. Мир находится в постоянном движении, и сопротивляться изменениям значит нарушать гармонию. Даосизм учит принимать перемены как часть жизни, сохраняя спокойствие даже в сложные моменты. Самопознание. Путь к внутреннему покою лежит через познание своей истинной природы. Это включает осознание своих желаний, страхов и привязанностей, которые часто становятся источником беспокойства. Медитации и дыхательные практики. Даосы уделяют особое внимание медитациям, позволяющим успокоить ум. Дыхание в этих практиках становится мостом между телом и духом. Осознанное, глубокое и равномерное дыхание помогает снизить уровень стресса и вернуться в состояние покоя. Как в жизни применять этот принцип? При конфликтах в отношениях. Вместо того, чтобы отвечать на эмоции эмоциями, вспомните, что ваш внутренний мир – это ваш ресурс. Постарайтесь сохранять тишину внутри и действовать из состояния спокойствия. Ваше спокойствие поможет найти лучшее решение. Это мы много раз слышали, но редко кто из нас это попытался сделать. Я все-таки попытался, и, признаюсь, это очень помогает. Мир кажется несправедливым. Даосизм напоминает, что внешняя несправедливость не обязательно должна лишать вас внутреннего покоя. Признайте, что не все можно изменить, но вы всегда можете выбрать, как реагировать. Чем больше будет у вас спокойствия, тем лучше вы отреагируете. Итак, даосский принцип «Ищи покой внутри себя» помогает обрести устойчивость и гармонию в быстро меняющемся мире. Это практика внутреннего роста, принятия и умение оставаться спокойным независимо от обстоятельств. Постепенно развивая эту способность,
человек начинает чувствовать связь с жизнью, наслаждаясь ее течением, вместо того, чтобы бороться с ним. Принцип 7. Живи с умеренностью. Даосизм, философия естественного пути, проповедует баланс и гармонию во всех аспектах жизни. Принцип «живи с умеренностью» подчеркивает важность избегания крайностей, как в мыслях, так и в действиях. Умеренность – это путь к внутреннему и внешнему равновесию, ключ к долгой и счастливой жизни. Суть принципа. Умеренность – это осознанное ограничение чрезмерных желаний, стремлений или действий, которые могут привести к физическому, эмоциональному или духовному истощению. Даосы считают, что все в жизни подчинено закону равновесия. Чрезмерность неизбежно ведет к разрушению, тогда как умеренность сохраняет гармонию. Даосская мудрость заключена в образе природы. Реки не текут слишком быстро. Деревья растут с естественной скоростью. И даже солнце не светит ярче, чем нужно. Все развивается плавно, в своем ритме. Люди, которые следуют этому ритму и избегают крайностей, живут в согласии с Дао, естественным порядком вещей. Как применять принцип умеренности? Приведу суть цитат из книг Лао Цзы о еде. Слишком много еды отягощает тело, слишком мало ослабляет дух. Найди золотую середину. О работе. Тот, кто идет без остановки, измотает себя прежде, чем достигнет цели. Об эмоциях. Как вода заполняет сосуд, так и эмоции могут переполнить душу. Сохраняй их в меру. Умеренность в эмоциях не означает их подавление, а подразумевает умение осознавать свои чувства и выражать их без перегибов. О стремлениях и желаниях. Когда ты доволен малым, великое приходит само. Постоянная жажда большого успеха, богатства, славы превращает человека в пленника своих амбиций. Даосизм предлагает сосредоточиться на настоящем моменте и наслаждаться тем, что у тебя уже есть, вместо того, чтобы гнаться за избыточными желаниями. О потреблении ресурсов. Умеренность касается не только личных аспектов, но и отношения к окружающему миру. Даосизм учит использовать природные ресурсы с уважением, не тратить больше, чем необходимо, чтобы сохранить гармонию с природой. Тот, кто берет у земли больше, чем нужно, нарушает ее покой. Итак, принцип «живи с умеренностью» в даосизме – это приглашение отказаться от крайностей и жить в гармонии с естественным ритмом жизни. Умеренность дает свободу от ненужных желаний, восстанавливает силы и помогает наслаждаться жизнью, оставаясь в ладу с самим собой и окружающим миром. Принцип 8. Простота – это высшая ценность. Даосизм, философия естественного пути, учит нас ценить простоту как основу гармоничной и осмысленной жизни. Простота в даосизме не сводится лишь к отказу от сложностей. Это образ мышления и способ существования, позволяющий сосредоточиться на главном и освободиться от лишнего. Суть принципа. Простота или пу в буквальном смысле – это необработанный кусок дерева,
В даосизме символизирует чистоту, естественность и отсутствие искусственности. Подобно тому, как необработанный кусок дерева сохраняет свою первозданную сущность, так и человек, ведущий простую жизнь, остается ближе к своей истинной природе. Мир, полный излишних желаний, амбиций и усложнений, отдаляет человека от его корней. Даосизм учит, чтобы найти внутренний покой, нужно освободиться от излишков и жить в согласии с природой и своим естеством. Простота – это не примитивность, а умение ценить суть вещей и избегать ненужного. Как воплощается принцип простоты? Простота в мыслях. Человеческий ум склонен усложнять, анализировать, тревожиться, строить иллюзии. Даосизм предлагает успокоить ум, отпустить избыточные размышления и сосредоточиться на настоящем моменте. Это достигается через осознанность и принятие мира таким, какой он есть. Ум, свободный от лишнего, подобен чистому озеру, отражающему небо. Простота в действиях. Даосизм учит действовать естественно, делать то, что необходимо, избегая избыточных движений или затрат энергии. Секрет великих дел в их простоте. Начни с малого. Простота в быту. Минимализм в окружении помогает сосредоточиться на главном. Это не значит жить в лишениях, но важно отделять нужное от лишнего. Даосизм советует наполнить пространство вещами, которые приносят радость и пользу, избегая накопления излишеств. Дом, наполненный лишь нужным, дышит свободно. Простота в отношениях. Искренность и честность – основа гармоничных связей. Даосизм призывает не усложнять отношения, избегать притворства, излишних ожиданий и манипуляций. Простота рождает доверие и душевное тепло. Сердце, открытое в простоте, привлекает других. Простота в желаниях. Избыточные желания и стремление к материальным благам лишает человека внутреннего покоя. Даосизм учит довольствоваться тем, что у тебя есть, и находить счастье в малом. Освободившись от жадности и ненасытности, человек обретает легкость и радость. Тот, кто желает малого, владеет всем. Практики для освоения простоты. Освобождение от лишнего. Начните с малого. Разберите дом, уберите то, что больше не служит вам. Или даже наведите порядок на своем рабочем столе. Освободив пространство, вы почувствуете, как освобождается и ваше сознание. Созерцание природы. Наблюдение за естественной простотой природы помогает понять, что самое прекрасное не искусственное, а природное. Ощутите, как гармоничны и просты дерево, река или облака. Практика осознанности. Учитесь замедляться и быть здесь и сейчас. Простота начинается с осознания каждого момента, без спешки и лишних мыслей. Медитация. Медитация очищает ум от суеты и учит наслаждаться внутренней тишиной, наполняя жизнь простотой и ясностью. Составление приоритетов. Определите, что действительно важно для вас. Сосредоточьтесь на главных аспектах жизни и откажитесь от ненужного. Итак, принцип «простота – это высшая ценность» напоминает, что истина, счастье и гармония
заключены не в усложнениях, а в естественности и искренности. Это выбор жить осознанно, ценить суть вещей и находить радость в малом. На этом мы заканчиваем ознакомление с самыми важными принципами даосизма. Попытайтесь применять их в повседневной жизни. Многое из того, что вы услышали, мы слышим каждый день, но редко кто из нас применяет эти принципы в жизни. Начните с малого, постепенно все больше и больше вплетая эти правила китайских мудрецов в свою жизнь. Не тратьте свою энергию на глобальную переделку действительности. Лучше потратьте время и энергию на свое развитие, как духовное, так и профессиональное, на формирование своего внутреннего «я». Вы станете добрее и спокойнее смотреть на жизнь. Исчезнут страхи и тревоги. Жизнь изменится к лучшему.